друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сейчас 7 часов утра. Мы возвращаемся с тренировки и увидели очередь. Парам, естественно, заинтересовался, что же здесь продают. Onion garlic. What is this fish name? Malaki masi. Малаки? Masi. Маси. Вот ача, delicious. Вы видите, вот эта вот девушка в белой футболке, она туристка, она не местная. Даже туристы покупают эту рыбку, чтобы дома приготовить. Потому что это, да, only in raining season, только в сезон дождей эту рыбу можно поймать из новых образующихся с гор речушек. 400 rupees kilo. Ого, 400 рупий килограмм. Это не дешево, 400 рупий. Но мужчина постарался, поймал. Это не так-то просто. Приготовить эту рыбу тоже не очень просто, поэтому я вижу, что Парам сидит, стоит уже, слюной исходит. Но я не хочу. У нас дома памфлет, у нас дома есть уже замаринованная рыбка, памфлет. Но она, конечно, дороже стоит, 1000 рупий килограмм стоит рыба. Я вам много раз показывала такие вот ромбики, рыба в форме ромбов. Но это свежайшая рыба, которая плавала в чистых водах. В этом ее ценность. Говорят, что в ней очень много витаминов, many витамин. Как лекарство. Весы какие. Точные весы. Вот, а здесь девушки пришли, манго продают. Но еще очень рано, еще поприходят. На этом пятачке обычно собираются жители ближайших деревень. Не из Матерана, а вот внизу. Как мы живем на вершине горы, а внизу много деревень, и там люди выращивают что-то. Ну, это не, скорее всего, перекупщицы. Ну, многие и выращивают, и продают. Приходят сюда, поднимаются по извилистым тропам. Приходят сюда и продают. Парам call for nature people. Ладно. Показала вам стратегический товар. А сейчас у нас проблему, которую нужно срочно решить. Вы видите, сегодня, слава богу, нет дождя. Слава богу, Парам тоже себя неплохо чувствует. Покашливает, правда, но даже сегодня мы вместе сходили на тренировку. Вчера он не ходил, вчера я без него занималась. They come in or not? Да, come. Боже мой, неужели? Мебельщики уже несколько дней не приходят из-за дождей. А вчера сказал, что приболел вот этот вот парень, который мне мебель делает. Я не знаю уже, когда они закончат. А через 15 дней они вообще уезжают. Эти парни из другого штата, из штата Юпи, сюда приезжают как в командировку. Ну, так как дожди, они скоро уже сворачиваются, поедут домой к своим родственникам. Сегодня мне будет очень весело целый день. Вот что сейчас происходит в моей спальне. Значит, эти мужчины будут делать потолок. Будут устанавливать пластиковые панели на потолок в спальне и на кухне. Скорее всего, они не успеют, и это затянется на несколько дней. Дождя сегодня нет, хоть и пасмурно. Видите, я развесила постиранное на улице. А вот, собственно, этот пластик тоже здесь на улице лежал все это время, мок. И вот сейчас его будут устанавливать к нам на потолок. А мебельщики так и не придут сегодня. Пришел их главный, отец. Там бригада состоит из 4 парней. Ой, девочки, ой, мальчики. Это какой-то кошмар. Парам сейчас готовит чай на кухне для работников, не только для тех, которых вы видели, еще плюс сейчас работают на крыше, я вам чуть позже покажу. Ну и я воспользовалась этим моментом и выбежала на улицу, чтобы хоть как-нибудь немножечко отвлечься, отдохнуть. Очень тяжело, когда у тебя дома
находятся посторонние люди, которые абсолютно тебя не слушают. Мне еще нужно готовить, я как-то должна еще пожарить эту рыбу, памфлет. Я вам рассказала, еще слава богу, что Парам не купил вот ту рыбу речную, которую там нужно почистить сначала. Ну, в общем, ну, явно сейчас не до этого. Там дым коромыслом стоит у нас в квартирке. Вот, друзья, я вспомнила старый анекдот, не знаю, может, кто знает, значит, женщина вызвала мастера к себе домой для того, чтобы поменять лампочку или, ну, допустим, там люстру поменять. И приходит этот мужчина в грязнейших сапогах, с них прямо там стекает грязь, и он заходит прямиком в комнату, становится на стул в этих сапожищах, а женщина ему говорит: ой, а можно я вам газетку подстелю? А он говорит: да нет, говорит, все нормально, я и так достаю, мне не надо ничего подстилать. В общем, такого плана и у нас работники. Я говорю: ну, я подстелю. Они мне говорят: да нормально, говорит, не надо ничего подстилать. Я сама хватаю эти матрасы, там, отношу на кухню. Они все там обсыпают. Ну, в общем, там это ужасно. Это я не хочу все пересказывать, но, в общем, такой вот менталитет у работников, что они считают, что ничего страшного, это все протрешь и почистишь. А мы выполняем свою работу и ничего не видим вокруг. Я в предыдущей серии вам жаловалась, какая у нас проблема огромная. Только открыли новые номера, и они протекают. Был, конечно, очень сильный дождь, ливень. Даже нам сказали, что за 170 лет впервые такой вот ливень пошел в мае, ну, в этом месяце. Вот. Ну и, собственно, сейчас вы видите, я надеюсь, что вам видно, люди на крыше, которые пытаются устранить эту проблему. Значит, проблема в кровле. Я не знаю, почему сразу нельзя было все довести до ума. Ну ладно, будем надеяться, что сейчас они решат эту проблему. Видите, они затащили мешки, в мешках находится цемент, и все, они там будут, все какие-то щели. Все это будут они устранять. Вот, видите, там находится огромный бак, water tank называют здесь, в котором вода. И там рядом плитка положена, ну, видимо, как-то плохо положили, что щели, в которые протекает вода. Ну, дай бог, чтобы эту проблему они решили. Это те ребята, которые, по идее, должны сегодня заниматься забором строителя, забором и ресепшеном. Но вот их сейчас кинули на другой объект, который более важный. Ну вот забор, кстати, вот обратите внимание, классно смотрится. Мне кажется, что похоже как вход в крепость. Красный форт. देखेंगे ये लो पैसा तो देना पड़ेगा अभी मत ले लेकिन पैसा तो देना पता नहीं 1/3 за папой увязался. Артур вернулся со школы, обедает, кое-как переоделся, кое-как добрался до ванной и там переоделся. Артур, ты немножечко в шоке, да? Да. Он не знал, что тут такое происходит. Видите, Артур обедает супом вчерашним куриным. Я тоже вот рядышком с ним сейчас пристроюсь. Слава богу, жарить рыбу сегодня не придется, вообще ничего готовить сегодня не буду. Параму понадобилось срочно ехать в Нерал, так как не хватает каких-то деталей. Ну и, собственно, там в Нерале он и пообедает. Мне немножечко легче. Сейчас покажу, что происходит сейчас у нас в спальне. Так, показываю вам, что сейчас происходит в спальне, на каком этапе наши работники. Вы видите, они уже успели привинтить вот эти вот рейки, которым будут устанавливаться, собственно, панели. Я очень надеюсь, что они успеют закончить сегодня. Боже мой, я так переживаю за мебель, за кровати. Вы видите, просто вандалы какие-то. Ой, ладно. Если они сегодня не успеют, тогда, представьте, мне придется и сегодня вот это вот все убирать, матрасы, все застилать, и завтра. Ну, вот, хочется сегодня уже отмучиться, и завтра уже, чтобы они занимались кухней.
Это я вам постаралась эмоциями передать свое состояние, свое настроение. Значит, ушли работники, не закончив потолок даже в спальне. Ну, чуть-чуть осталось, но они сослались на то, что у них якобы нет какого-то инструмента, здесь должен какой-то другой инструмент быть. Видите, основную часть они сделали, а сейчас вот украшают край потолка. Частично здесь сделали, а тут, ну, видите ли, какой-то инструмент должен быть. Но мне кажется, они просто устали. Значит, рассказываю, почему у меня такое состояние. Вот эти вот панели светлые мы покупали недавно, я снимала об этом видео, помните, я рассказывала, мы хотели обшивать стену на кухне, ну, передумали, решили потолки сделать везде, а с ними все в порядке, несмотря на то, что они лежали на улице, но они были в коробочках, там чуть-чуть только сухой тряпкой нужно было протереть, но вот эти вот темные панели, это какой-то ужас. Они, получается, уже давно лежали на улице, не укрытые. В общем, это остатки с ремонта, то, что не использовали на втором этаже. И, значит, они уже были грязные, такие до того грязные, уже прямо вонючие. В общем, вот это вот все нужно было вымывать щеткой, специальными средствами. Потом насухо протирать тряпочкой. Ну, вот это вот уже то, что сделала. И это еще не все. Еще в ванной комнате примерно столько же, а может быть даже больше. Вот это вот такая вот у меня работка на вечер. И что я решила? Мы не будем спать сегодня здесь. Но смысл мне опять застилать, чтобы завтра все это опять расстилать. А они своими грязными ногами пытаются встать и лестницы туда ставят. Конечно же, я не буду этим заниматься. Они говорят, пообещали, что в 9 утра они завтра придут и будут заканчивать. Так что мы решили сегодня спать в одном из номеров. Один номер у нас как раз сейчас пустует. Там что-то типа склада, но не склада. Ну, в общем, там мы будем ночевать. Я не уточнила важный момент по поводу работников. Они же все это хотели прилепить сразу, без протирания. И белые панели, и ну, вот эти вот, которые сильно грязные, я так поняла, что они готовы были чуть-чуть там стряхнуть эту грязь и все, и лепить. То есть они считают, что этого достаточно. Ой, боже, кто сюда пришел? Вас давайте покормим. И снова здрасте. Здороваюсь, потому что у нас уже следующий день, точнее утро. Вы слышите, я уже в нос говорю, у меня кости, все тело ломит, и в носу тоже неприятные ощущения. Парам, слава богу, выздоравливает, но вот передал свой вирус мне. Значит, друзья, сейчас у нас почти 10 часов утра. Работники обещали, что придут в 9, пораньше придут, чтобы все успеть. Ну вот Парам им только что звонил, они сказали, что придут в 11, задерживаются. Нужно забрать из ремонта ту машину, скажем так, дрель нужно забрать, за которой они, собственно, вчера не закончили свою работу. Вот, но будем надеяться, что хоть в 11 придут, и еще будем надеяться, что не отключат электричество, потому что вчера тоже я забыла об этом вам рассказать, что примерно 2 часа они сидели, просто сидели из-за того, что не было электричества. Значит, я вчера все-таки пересилила свою усталость, после того, как высохли панели, я поубирала кровати, застелила, и мы спали здесь. Таки для меня это важно, чтобы восстановиться, нужно выспаться на своем месте, а не в каком-то одном из номеров. Вот, друзья, и еще такой вот момент хочу вам сейчас рассказать. Значит, у нас сегодня все номера забронированы, то есть Парам не переживает, то, что нужно там искать клиентов, свободный день. И мне он предложил еще вчера вечером, говорит, давай Артур пропустит завтра школу, и мы поедем в Мумбаи решать твои проблемы. Но моя проблема это звук на камере, скорее всего, это микрофон. Вот я сейчас его, кстати, зафиксировала изолентой. Очень надеюсь, что я сейчас не просто так говорю, а оно нормально записывает, и мне не придется снимать второй дубль. Ну, в общем, и плюс еще хочу сушильную машину купить. Очень хочу купить, но Парам говорит, просто посмотрим в Мумбаи. Ну, короче, очень важно поехать в город. Парам мне сказал, что в воскресенье мы точно не поедем, потому что, ну, если не будут забронированы все номера, это не факт. Уже, говорит, отходим от нашей традиции. Говорит, уже такого не будет, надо
всецело погрузиться в бизнес. Ну и мне пора, говорит, давай вот завтра, то бишь сегодня благоприятный день, поехали. Я говорю, ну а как же работники? Он говорит, они без нас тут все сделают, дадим ключ, они все там позакрываем, ценные вещи, не беспокойся. Я говорю, ну а ты уверен, что они все будут протирать, все эти панели? Он говорит, ну мы ему скажем. Я говорю, а я уверена, говорю, что они не будут ничего протирать, оно им не надо. Я уже все поняла. Говорит, ну, Ганпат-бай, хорошо. Ой, какое счастье. Вот представляете, вот так вот постоянно вот работники пришли, это уже счастье. И причем вот когда Парам наорал на одного из работников, который уже выполнил свою работу неправильно, помните, стекло не той стороной это установил, он уже наорал на него после того, как он закончил. Как бы. А вот сейчас в процессе ни в коем случае на работников нельзя повышать голос. Их надо чаем поить, ну, чуть ли не, извините, в попу целовать. Иначе они могут обидеться, забрать этот аванс, ну, аванс уже заплачен, и все, и потеряться. А других работников здесь нет у нас в Матаране. С этим здесь тоже очень все печально. Так что я недорассказала. Я сказала, нет, Парам. Говорю, конечно, очень хочется решить проблему со звуком, с микрофоном, но для меня сейчас очень важно закончить это мучение. Видите, у нас теперь будет вода стекать. Подальше отошла от отеля, потому что там очень шумно. Ганпат-бай и его бригада сейчас занимаются крышей. Видите, сегодня тоже пришли очень ответственные люди. За все время стройки они ни разу не подводили. Сказали, придут, пришли. Я сейчас заходила в дом к Вигнешу и Намише, там Артур уже где-то час сидит. Я решила проверить, чем они там занимаются. Занимаются уроками, подготавливаются к экзаменам. Очень ответственные ребята в Индии. Да, так вот, значит, ответственный у нас Ганпат-бай, но вот чего не скажешь по поводу тех работников, которые занимаются нашим потолком. Уже я вам показала на часах больше 3, а их все нет. Сначала они обещали прийти в 9 часов, потом в 11. Последний раз, когда Парам с ними разговаривала, они сказали, что будут после 2, что за какой-то деталью нужно ехать аж в Улас-Нагар, и это займет много времени. После 2 это вообще, да, понятие растяжимое. Может быть и 2:30, а может быть и завтра, что скорее всего. Парам говорит, скорее всего они врут, скорее всего какая-то наклюнулась подработка, которую они не хотят упустить, а мы уже и так на крючке. Вот так вот, друзья. Ну что, у нас уже 5 часов, по-прежнему их нет, и по-прежнему они трубку не берут, ну и у меня уже нет надежды, сегодня их точно не будет, я уже положила на место матрас, сейчас и на других кроватях тоже, я все подготовила с самого утра, в 8 часов уже все было, все были кровати накрыты, зря. Мне еще сегодня не здоровится, так хотелось прилечь, и думаю, ну что я буду опять, это что-таки тяжело, эти матрасы нелегкие. Знаете, мне иногда в комментариях некоторые зрители пишут, что Наташа, ты все придумываешь, для контента. Ну, друзья, ничего я не придумываю, даже иногда некоторые моменты не рассказываю, чтобы уж так прям сильно не шокировать вас. Вот, и это видео я вообще планировала изначально снять в формате «как было» и как стало. Интересный действительно формат. Сейчас особо некогда куда-то выходить, что-то снимать такое вот. Ну, думала, что это тоже классно, да, для разнообразия. Но получилось совсем в другом формате. Не знаю, как назову это видео, наверное, как не сойти с ума. Потому что я уже реально схожу с ума от всего этого. Вот, ну ладно. Следующее включение будет, скорее всего, завтра, если они придут. You start? Да. Итак, мои дорогие зрители, у нас третий день мучений. И не последний. Значит, сейчас уже больше 10 утра, но пришли они в 10. Travis partner, где еще один мужчина? He coming. We went to some side. В общем, пришли 2, правда, немножко другой состав, но неважно. Где-то пропадает партнер. Я думаю, что он бы вполне мог бы заниматься тем, чем занимаюсь сейчас я. Ну, хотя лучше самой сделать и быть уверенной в том, что
Все чисто, все аккуратно. Параму некогда мне помогать, он побежал по своим делам. И вот еще какой сюрприз. Какой сюрприз сегодня, друзья. Это просто, я не знаю, что случилось. Мебельщики пришли. Ну, правда, только один парень. Я вам так не дорассказала, почему они не пришли, получается, позавчера. Значит, главный их отец пришел к нам и сказал такую вещь. Говорит, что выбирайте, либо придет сейчас один из нашей команды и будет все делать как попало, либо вы подождете дней 5, и тогда придет несколько человек, и все будут качественно делать. Ну, естественно, мы выбрали второй вариант. Но вот спустя, получается, 2 дня пришел один. Я считаю, что пусть делает и один качественно, не так тут это и сложно, потому что погода хорошая может долго не продержаться. Что происходит здесь? Здесь мало осталось, только по периметру сделать окантовку в спальне, а потом кухня. Кухня это на целый день, если не больше. Вот, и еще какой момент я вам не рассказала, значит, сразу, ну, это получается позавчера, я все подготовила после того, как я бегом убрала матрасы с кровати, я подготовила газетки, то есть изначально вот это вот там покрывало, вот это вот зеленое, я подготовила, чтобы застелить, но вот этот вот мужчина мне говорит, нет, не надо ничего стелить, ну, Парама в тот момент рядом не было, ну, и мы так общались на уровне жестов, но тем не менее, все равно понятно, да, что он говорит, не надо. Я говорю, ну как не надо, это ж запачкается. И он прямо вот на эту кровать, получается, тогда она была не застелена, бросил вот эту вот веревку. Видите, у него специальная веревка, посыпанная порошком ярким, чтобы делать метки. Ну и потом я очень долго это оттирала. Ну, он считает, что ничего страшного, это даже красиво. Вот. А все оказалось, в чем причина. Он сказал, что, оказывается, вот это вот скользкое, газеты не подходят, потому что порвутся. И ну вот только сегодня мы выяснили, ну нельзя было сразу сказать, что самый удобный вариант это тканью застелить. Состояние у меня не очень, значит, что физически чувствую себя плохо. Температура, кости ломит, но с ума пока еще не сошла, это главное. Ну все, мне сейчас некогда рассказывать, уже покажу результат. Дел очень много сегодня. Наш мастер постоянно куда-то ходит, видите, он идет сейчас в белой майке. Я вышла на улицу показать вам, какая сейчас здесь ювелирная работа происходит. Ворота будут очень красивыми, я уверена в этом. В спальне потолок уже готов, сейчас кухня. Значит, сначала отключили электричество, потом был намаз, потом был обед. И вот сейчас он куда-то выходил, не знаю, пройтись или что, в общем. И опять приступает к делу. Ну, точно, что сегодня он не закончит кухню. Я поубирала в спальне, и представьте себе, все из кухни мы вместе с Парамом перетащили в спальню, чтобы там делали нам потолок. Это было непросто. И учитывая то, что сегодня не закончится работа, я не знаю, как мы будем спать. Ну все, друзья, я буду на этом заканчивать видео. Обещаю, что следующие мои сюжеты полностью не будут посвящены ремонту. Буду уже так частично вам рассказывать новости, показывать результаты. А сейчас я с вами прощаюсь. Давай. Все, всем пока. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Парам идет готовить чай. Парам, Да. make чай. Okay. А я немного посижу, отдохну, отдышу. You don't know how to make this, that people. Bye-bye. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.